Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых лидов из формы сбора заявок ВКонтакте в CRM-систему RemOnline. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые лиды из ВКонтакте в другие системы. Например, в RemOnline вы сможете добавлять новых клиентов, удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных ВКонтакте. Далее необходимо выбрать действие. Загрузить лиды New. На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт ВКонтакте к системе Apex Drive. Для этого необходимо указать логин и пароль личного кабинета ВКонтакте. Далее необходимо предоставить доступ к группе, в которой у вас добавлено приложение форма сбора заявок. На этом этапе предоставляем разрешение Apex Drive на работу с вашим аккаунтом ВКонтакте. Когда доступ к группе выдан, просто закрываем это окно. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать группу, из которой вы хотите получать новые лиды. Далее необходимо выбрать формы, по которым вы хотите получать новые лиды. Если вы хотите получать лиды сразу по всем формам, выбираем соответствующую галочку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы увидите данные по одному из ваших лидов. Если на этом этапе данных нет, вы можете сгенерировать тестовый лид в личном кабинете ВКонтакте. Для этого необходимо перейти в настройки приложения формы сбора заявок. Далее необходимо скопировать ссылку на форму и открыть ее в соседней вкладке. Теперь необходимо заполнить поля формы и кликнуть «Отправить». После того, как тестовая заявка отправлена, возвращаемся в систему Apex Drive и загружаем тестовые данные из ВКонтакте. Когда тестовый лид отобразился на этом этапе, кликаем «Продолжить». На этом настройка источника данных ВКонтакте успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем RemOnline. Далее необходимо выбрать действие. Если вы хотите создавать новых клиентов на основании новых лидов из ВКонтакте, выбираем действие «Создать клиента». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт RemOnline к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать ключ API. Чтобы его получить, переходим в личный кабинет RemOnline. Далее необходимо перейти в настройки. Теперь переходим в раздел API. На этом этапе копируем API ключ и вставляем его в соответствующее поле в системе Apex Drive. Когда необходимое поле заполнено, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». Далее необходимо указать юридическое лицо. После этого вы увидите поля RemOnline для создания нового клиента. В эти поля вы можете назначать переменные из ВКонтакте. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в RemOnline в виде новых клиентов при каждом новом лиде из ВКонтакте.
Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Ремонлайн». После успешной отправки переходим в Ремонлайн и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Ремонлайн успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!